Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Настоящее отношение тещи к вам. У кого-то это настоящая теща, у кого-то бывшая теща. Но я смотрю, вы мне делаете запросы периодически именно о теще. Особенно мне нравится, как кто-то мне из вас написал: сделайте расклад, когда тещу заберут инопланетяне. Вообще, это, конечно, отпад. Итак, смотрим. Решила я немножечко разнообразить и посмотреть еще про тещу. Итак, в каких энергиях вы пребываете? А вы не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Так. Финансовые затруднения могут проигрываться у некоторых из вас. Смотрите, очень такой непростой период. Я бы сказала, очень даже непростой. Смотрите, период, который связан и с финансовыми проблемами, либо же вот недавно вы их решили, да, но еще как-то вот отголоски есть какие-то. Плюс период, когда, вот знаете, такое ощущение, что вы пребываете в каких-то переживаниях, страхах, может быть, у кого-то комплексы даже по поводу вот отношений. У кого-то это может быть страх перед новыми отношениями, да, страх и недоверие вообще как-то вот, ну, перед другими женщинами, озлобленность может быть. Ну, то есть, знаете, вот как будто вы отпор даете женщинам, вот осознанный отпор. Это может проигрываться именно через измену, да, у нас дьявол выпал. Это может быть отголосок измены вашей женщины, какого-то обмана, предательства, да. Именно женщины, которую вы любили, вот, причем из-за нее, вот женщины, которую вы любили, из-за нее вы стали отшельником, вот на данный момент. Почему-то вот многие расклады, вот, да, снова как-то не очень хорошая карта пошла. Именно отшельничество, вот чисто заработок, отшельничество и переживание. Вот какое-то очень непростое у вас такое состояние. Причем некоторые из вас, да, могут, кстати, пользоваться одноразовыми связями. Это тоже проигрывается. Кто-то в целях такого, знаете, чтобы как-то развлечься, развеяться. Кто-то это делает для здоровья, кто-то это может делать на зло допустим, да, хотя оно потом не очень хорошо аукнется, вот как некоторые мне из вас писали, да, в комментариях, вот вызвали себе девочку, да, а утром просыпаетесь, и такое ощущение, как будто ведро помоев вылили, да. Ну, то есть, если к этому не привык, если ты это делаешь без души, без сердца, а так на автомате, ну, это, наверное, проще, извините за выражение, с руками своими пообщаться, и то будет, наверное, приятнее. Итак, смотрим дальше. Какая же теща пожаловала, да? Что же за теща у вас была, либо же есть? Вот давайте-ка сейчас посмотрим. Вот может проигрываться, что некоторые из вас даже, кстати, сейчас могут общаться с тещей. Это может быть не часто, но по каким-то вот моментам, может быть, кто-то, да, в связи с детьми там как-то вот пересекается, какие-то вопросы, что-то общаются с тещей. Может быть, вы живете рядом там. Ну, то есть это может быть общение. Причем я не могу сказать, что теща это прям уже у вас бабушка-старушка. Нет. Вот у меня, я смотрю, проигрывается, что ваша теща, она, в общем-то, так молодится. Она может даже и за собой ухаживать. Она любит покупать себе что-то, да. Вот несмотря на то, что она как бы уже не молодая девочка, но в принципе на свой возраст вот она выглядит неплохо. Может даже фигура быть довольно неплохая. Я вам скажу, что у нее на вас есть некоторые обиды. Может быть, вы об этом даже не знаете, да, но вот у нее есть обиды. Давайте-ка сейчас посмотрим, что это за обиды. С
чем это связано. Ой, ребята, берите валидол, карвалол, успокоительные и все, что можно. Это трэш полный. Так вот, смотрите, какие чудеса. Вот интересно, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я сама в шоке по колено. Кто-нибудь из вас когда-нибудь догадывался или нет, что ваша теща в вас влюблена? Напишите мне в комментариях, пожалуйста. Вот мне очень интересно. Вот знаете ли вы, что она давно была в вас влюблена? Кто-то из вас это мог заметить. Какие-то, может быть, знаете, вот улыбочки, да? Может быть, даже это было, когда вы жили вместе с женой вашей. Может быть, какие-то заигрывания, это мог быть флирт, это может быть какой-то откровенный наряд перед вами, это может быть, знаете, вот, допустим, одела дома короткий халатик и вдруг нечаянно наклонилась перед вами, да? Это может быть, вроде бы вот она пошла в душ и, ой, забыла одежду, да, ну, то есть вот какие-то полураздетые вот манипуляции. У некоторых, может, даже проигрывалось, что она в открытую заигрывала. Ну, то есть то, что у нее чувство, вот такая даже у нее своего рода ревность к своей дочери была по поводу вас. Вот напишите, как вы думаете по этому поводу. Были какие-то вот поползновения в ваш адрес? Может быть, вы что-то и замечали, да? Причем, я вам скажу, может даже проигрываться, что у вашей тещи, у нее, в принципе, мужчина есть, либо же был, да, если это бывшая теща. Она могла быть замужем, у нее, может быть, там какой-то ухажер, да, был, либо же есть. Но, тем не менее, она вам симпатизировала, причем симпатизировала крепко. Давайте-ка посмотрим, что же такое, что же она хотела. Я вам могу сказать, что вот она из-за того, что вот у нее не получалось с вами, из-за такой вот какой-то, не знаю, неразделенной любви, что ли, она даже стала более агрессивно к вам относиться. Это тоже могло проигрываться, да? Вот тоже можете поделиться, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно. Вот смотрите, могла проигрываться ситуация, что поначалу она очень хорошо к вам относилась. Вроде бы вы как сын там, может быть, были для нее, да? Но вот когда она влюбилась и увидела, что вы как бы, ну, никаких поползновений к ней, да, либо же вы этого не замечали, либо, ну, специально не хотели замечать, да, вот как-то делали вид, что вы не видите этого флирта, если он был. Она на вас обозлилась, и она могла очень и очень так, ну, частенько, я думаю, вот и дочку наускивать свою против вас. Она могла и придираться к вам, да, у каждого это будет свое проигрываться, конечно. Но опять же, это были стопроцентные какие-то, вот знаете, на ушко она вашей бывшей нашептывала, что вот там и денег, допустим, он мало приносит, и то он тебе не делает, и это он не делает. Но это все делалось, знаете, вот как будто специально вас вот и разругать. И это такая вот маленькая какая-то женская месть была. На самом деле, вот она мечтала о вас как о мужчине. Я вам скажу, она даже мечтала о каких-то вот плотских утехах, об интиме с вами. Я не удивлюсь, если бы она, вот знаете, как в анекдоте, как бы ошиблась кроватью, либо же ошиблась комнатой и легла к вам в постель. Я не удивлюсь. Но такие мысли у нее были однозначно. Причем, смотрите, вот я вам рассказываю чисто вот, ну, психологическую, что ли, такую вот штуку, момент, да, психологический. Довольно часто тещи влюбляются в своих зятьев, так скажем, потому что у них идет ассоциация вот просто с мужчиной.
с новым мужчиной, с молодым мужчиной. Тем более, если этот зять, допустим, там высокий, интересный, еще если и обеспеченный, то, конечно же, у нее подсознательно у женщины идет, ну, у тещи я имею в виду, да, идет, ну, такая вот какая-то на инстинктивном уровне, да, влюбленность, запал какой-то, да. Причем, ну, это довольно часто встречается, да, люди просто не всегда, не все обращают на это внимание, как-то то в шутку переводят, да, считая, что да, она пошутила, да, она что-то там учудила, это все шутки, хихи-ха-ха. Но на самом деле это серьезные вещи. Потому что вот особенно, знаете, особенно это касается, если теща одинокая, либо же у нее там не лады какие-то с ее мужчиной, а тут появляется новый, молодой, красивый, да, физически сильный, сексуально привлекательный, да, полон сексуальной энергии мужчина. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, то есть просто на инстинктивном уровне у нее появляется такая потребность вот зароманить, кто-то затягивает в постель. Ну, то есть вот такие моменты, от которых сейчас у некоторых из вас будет шок по колено, конечно же. Поэтому напишите, вот очень интересно ваши истории, узнать, вот были такие поползновения или нет. Так, интересно вот. Давайте-ка, знаете, что вот хочется мне уточнить, как же вот сформулировать так интересно, чтобы разобраться с этим всем. Хорошо, давайте уточним, почему вот она, допустим, возьмем, вот она не приставала к вам, да? Возьмем, ну, просто симпатия какая-то, да? Давайте уточним, почему она не приставала к вам. Что же ее останавливало? Во-первых, смотрите, у некоторых может проиграться, что она не успела к вам пристать, потому что вот у вас начались скандалы с вашей бывшей женой, и вы просто разошлись, там разъехались. Не успела. Также может у других проиграться, что у вашей тещи появился новый какой-то ухажер, и она на него переключилась. Ну, то есть вот такие две ситуации могут проигрываться. Но опять же, она мысленно, она какой-то период все-таки, да, она еще и после того, как вот вы съехали, да, вот она, ну, так крепко на вас подсела. Вот она еще мечтала о вас. Да, вы посмотрите, вот вы съехали, она даже страдала, переживала, да, что вот у нее не получилось там ни в койку прыгнуть, что как-то вот теперь вы съехали, да, разошлись, допустим, с ее дочерью, и у нее ничего не вышло, теперь тем более она не сможет перепутать комнаты, кровати и к вам там как-то лечь. Поэтому такая у вас теща, конечно, шалунья. У некоторых может, кстати, из вас еще проигрываться, что вот даже сейчас, вот реально вы, да, пересекаетесь с тещей, она может вас до сих пор как-то, ну, преследовать, что ли. Вот преследовать в том плане, что какие-то могут быть звонки, вроде бы безобидные, могут быть СМС какие-то, да, казалось бы, ничего страшного. Но вот все-таки нет. Она поняла, что она от вас ничего не получит. Ее это очень, очень так тяготит, да. Мужчина, допустим, у нее есть, но все равно вот эта вот тяга, сексуальность к вам тоже еще присутствует. Но она в то же время, она поняла, что все, она ничего не получит, что бы она ни делала. Поэтому вот если у кого из вас проигрывается, что теща пытается как-то с вами на контакт выходить, то она, вот знаете, оставила себе хоть какую-то вот маленькую, ну, надежду, не надежду, да, ну, вот как ее назвать, я даже не знаю. Но оставила вот такую лазеечку маленькую, да, пусть хотя бы такое общение, хотя бы звонки, хотя бы смски какие-то, хоть что-то, но чтобы с вами связь держать. А вдруг получится, да, вот надежда, вот пусть там 1/100 какая-то процента,
Но надежда у нее осталась, что а вдруг у вас получится и как-то вот вы пересечетесь, да? Потому что она понимает, с ее дочерью вы не помиритесь. Деньги у вас брать она не сможет, да? Ну на каком основании вы будете теще деньги давать? Ну здрасте, моя радость, да? Ну, то есть она вот может, опять же, это не у всех может проигрываться, но такой момент может быть, да, что вот она оставила такую вот ниточку своего рода между вами, чтобы общаться, да, а вдруг случится вот какое-то чудо, и вы где-то там с ней еще пересечетесь, может быть, там в компании, может быть, я не знаю, вот в кафе вы ее пригласите, типа там, знаете, вот по старой дружбе, так сказать. И тут оно понесется. Ну, то есть она себе такого напридумывала, она себе такого нафантазировала, что, конечно, это полный трэш. Я думаю, сегодня после расклада некоторые будут вообще в полном ауте, да? Поэтому пишите, ребята, мне тоже очень интересно, вот насколько проигрывается этот расклад ваш. Вот теща, это, конечно, супер тема и для анекдотов, и для всего. Но влюбленная теща взятия, это, конечно, супер. Это супер такая ситуация, что даже я в шоке. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!